покоящуюся вагонетку весом 3500 ньютонов начали действовать горизонтальной силой 70 ньютонов. Сила трения 20 ньютонов. Определить. Первое. С каким ускорением движется вагонетка. Второе. Путь, пройденный вагонеткой в течение первых 10 секунд движения. И третье. Средняя скорость за это время. Вес вагонетки. Это P равно 3500 ньютонов. Начали действовать силой на нее. F равно 70 ньютонов. Сила трения, которая присутствует при этом, равно 20 ньютонов. Нужно определить. Первое. Ускорение. Второе. Путь, который пройдет за время T. 10 секунд движения. Пишем T равно 10 секунд. И средняя скорость. V средняя скорость на этом пути. Есть вагонетка. Вагонетка есть вес P. Действует на нее сила трения. F трения. И действует какая-то сила 70 ньютонов, которая заставляет эту вагонетку двигаться. И поскольку эта сила превосходит силу трения, 70 ньютон превосходит 20 ньютон, против силы, которая пытается сдвинуть вагонетку, в данном случае действует только сила трения, потому что эта сила перпендикулярна поверхности. Мы можем записать следующее. Сила F минус F трения равно m умножить на A, где масса вагонетки и ускорение, с которым будет двигаться вагонетка. Но поскольку P равно mg, сразу можем определить массу. Масса будет равна P делить на g. Давайте будем определять ускорение, с которым будет двигаться эта вагонетка. Потому что, зная ускорение, мы будем знать, какой она путь пройдет, и оттуда уже время известно, будем знать, какая будет средняя скорость. Итак, A равно из первой формулы F минус S трения делить на что? Делить на массу. Вместо массы подставляем значение. Получаем. G идет числитель, тут F минус F трения. И делить на P. Давайте посмотрим по размерностям. Это ньютоны и это ньютоны. То есть ньютоны у нас сократятся. У нас останется только ускорение метра за секунду в квадрате. Не будем переводить эти все значения. Какие-то другие у нас получается. Тут сокращаются ньютоны, а метр за секунду в квадрате ускорение у нас останется. G напишем равно 9,8 метра за секунду в квадрате. Это табличная величина. Итак, получаем 9,8 метров за секунду в квадрате. F минус S трения 70 минус 20 будет 50 ньютонов. Делится на P. Это 3500 ньютонов. Сразу ньютоны сократим. Нули еще можно сократить. Здесь можно сократить пятерка и 350. Тут будет 70. Тут будет единичка. Получаем 9,8 метров за секунду в квадрате, что делится на 70. Получаем ускорение 0,14 метра за секунду в квадрате. Первое значение мы нашли. Ну а теперь, раз вагонетка двигается под соответствующей силой с ускорением, будем использовать известные до этого формулы S равно V нулевое T плюс 1 вторая АT квадрат. Поскольку V нулевое начальная скорость равна нулю, все это превращается в том, что этот путь будет равен 1 вторая А умножить на T квадрат. Поскольку S нам необходимо узнать, подставим это значение, мы получим S равно 1 вторая умножится на 0,14 метра за секунду в квадрате. И теперь T квадрат. Это будет T квадрат 10 на 10 в квадрате будет 100 секунд в квадрате. Секунды сократятся. Получается 1 вторая умножится на 0,14 метров осталось и умножится на 100. Либо 14 разделить на 2 метров. Получаем ровно 7 метров. Чему равно среднее значение? Если вагонетка прошла расстояние 7 метров, то V среднее равно расстоянию, которое прошло, на время, которое прошла вагонетка. Вот это расстояние. Расстояние нам известно 7 метров, время известно 10 секунд. Итого получаем, подставляем значение 7 метров делить на 10 секунд, получаем 0,7 метра за секунду. Средняя скорость 0,7 метра за секунду. Ускорение известно, расстояние известно. А равно 0,14 метра за секунду в квадрате. S равно 7 метров. И V среднее равно 0,7 метра за секунду. Решение этой задачи еще раз показывает о том, что формулы физики используются все, которые до этого были изучены. В всяком случае, видите, это у нас получается из движения с ускорением. И выяснили, насколько оно связывает, так сказать, и силой. Вычислили А, узнали теперь, какое пройдет расстояние, потому что время известно. Видите, насколько эти формулы все переплетаются, не надо об этом забывать. Их нужно будет применять, когда будет это дело необходимо.